Итак, всем привет, это Океан. И сейчас мы рассмотрим данный симпатичный кораблик Мартен или Мартин, кому как удобней. Развед 16 ранга Федерации. Сборки от игрока Legend of Heavens, корпорации ЧСВ. Итак, сразу же наглядно можно увидеть, что здесь мало чего есть от разведа в принципе. Почему? Потому что здесь он собран, с виду понятно, более для того, чтобы бить больше, чем разведывать, да? Собран более-менее классический, потому что он не использует здесь родной модуль декодер связи. И сразу можно перейти вот к обвесу, который он здесь поставил. В трех двигателях мы видим две боковухи, выражаешь своими словами, да, который будет нам увеличивать повороты, и вспрыск катализатора, который будет увеличивать нам скорость. Тут иридиотед пап, вот аварийка. В щите он поставил на скорость, чтобы резисты были на щите именно, потому что корабль у нас получается неплохой скоростью, почти 600 на форсаже летит. Далее в корпусе у нас кристаллика. И в компе он поставил криты, бонус и дуэлянт, чтобы в клоузе, то есть вблизи, бить еще больнее. По орудию. Здесь его родное орудие, эхо-орудие, кстати, очень крутая пушка. Не знаю, она... Ну, короче, очень крутая пушка, очень удобно с нее работать. И вблизи, к тому же, у нее хороший урон и хорошая скорострельность. С нашими критами у нас получается аж 128% на 30 шанса крита. Дальность 2 километра. С дуэлянтом как раз получается, что ты вблизи, в клоузе стреляешь, и все это как бы сбалансировано хорошо. Здесь же он поставил разгонный контур, чтобы скорость увеличить полета снарядов. Потому что она идет, отпрыгивает, грубо говоря, от цели и возвращается обратно. Далее у нас здесь стоит замедляющие ракеты. В простонародье замедло, да? И перейдем к экипажу, посмотрим. В экипаже опять резисты стоят на корпусе щит. Здесь криты и захват цели, логично. Здесь у нас скорость полета и поворота ракет. Ну, оно нужно, если ты кидаешь замедло, чтобы быстро попадать в цель. Опять повороты, то есть уже получается очень много поворотов здесь поставлено. Криты. Транскрита оттуда у нас и вылазит 128% на эхо орудия. Здесь, естественно, форсаж, энергопотребление, чтобы мы не проседали, только мы быстро, и нам нужно будет быстро перемещаться. Здесь у нас нельзя замедлить при использовании универсальных модулей. Здесь опять же и у нас стоит там адаптивка в щите, и здесь опять же на щит у нас до каждого по 7 единиц получается дополнительно ко всем видам резиста. Здесь снижение энергопотребления, очень хорошо сбалансировано все, если честно говоря. Насчет энергии мне нравится. Здесь темп стрельбы, вблизи с темпом стрельбы и с такими критами очень отличный выбор. Здесь у нас получается, если корабль меньше скорости имеет 50%, то его вооружение наносит на 7% больше. Я, наверное, думаю, это сделано к тому, что, кружа какую-то крупную цель, да, вы не имеете скорость, в принципе, выше 50%. И вы работаете, получается, на 7% у вас больше урона еще. Далее, здесь у нас стоит, увеличивает опять урон корабля при уничтожении или помощи. Здесь опять мы будем невидимыми раз в 4 минуты. Очень тоже рандомная штука на самом деле, но она всегда спасает, не знаю, как это работает. И опять урон орудий. Вот в такой сборке я полечу в PvP, ценить фит данного игрока.
Ну что ж, наверное, будем пробовать, да? Удача. Оу, парни, чуть не забыл, конечно же, боевые модуля. Кристалл замедлитель у нас стоит здесь для урона, или кто-то его использует для того, чтобы вывести и заметить цель. Здесь у нас у самих стоит инвиз, фазовый модулятор, и усилитель щита малый и ремкомплект малый. Итак, если вам нравятся данного типа корабли, ДЛС, крафтовые, такие новые наборы, которые есть в магазине, да? Есть группа ВК, в которой проходят такие конкурсы, розыгрыши кораблей ДЛС и всяких наборов, причем очень часто. Ссылочку оставлю в описании, проходите, подписывайтесь на канал и следите за новостями. Ну а теперь точно в бой, удачи нам!